Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Сариков. Сегодня поговорим на очень важную тему – это глушение струн. Это основы основ. Если вы не освоите глушение струн, то вы не сможете двигаться дальше. Я покажу, как я глушу струны и почему я делаю именно так. Я думаю, это будет очень интересно. Погнали! Итак, как глушить струны? Я сейчас играю просто какие-то гаммы, какие-то пассажи. Вот, вы посмотрите, и потом я все объясню. Большой палец у меня всегда стоит на струне Си, и я никогда его не опускаю. Объясню почему. Потому что если вы опускаете большой палец на струну Ми, вы глушите две струны. Но когда вы опускаете большой палец на струну Ля, глушите струну Ми и Ля. Но очень сложно глушить струну Си. То есть вам приходится каким-то образом загибать кисть. Мне, по крайней мере, так неудобно делать. И поэтому мой палец всегда стоит на струне Си. Если вы играете на четырехструнном басу и вы переносите большой палец со струны на струну, то в принципе это нормально. Вот. Если вы играете на пятиструнном, то тут уже проблемы. Нужно выгибать кисть, чтобы заглушить две струны. Когда я играю на струне Си, тут все понятно. Тут глушит левая рука. Струна Ми. Тоже понятно. Когда играем на струне Ля, ее глушат пальцы, которые остаются в упоре на ней, и также мои пальцы прилипают к ней. Иногда я могу оторвать мизинец. То есть, когда мы играем на струне Ля, это не принципиально. Дальше переходим на струну Ре. Вот. И вот здесь нам нужно глушить струну Ми. Вот. И у меня вот такая получается вот такая позиция. То есть в случае пятиструнного инструмента это для меня это идеальная позиция, то есть 5 струн, 5 пальцев. И это очень изолированная система. Вот. И если вы освоите именно такое глушение струн, то, поверьте, проблем у вас никогда с этим не будет. Также в глушении помогает и левая рука, но уже в меньшей степени. Когда мы играем слэп, то в глушении участвует в основном левая рука. Слэп глушить гораздо сложнее, потому что глушит его только левая рука. То есть пальцы просто лежат на струнах. Когда вы играете на какой-то струне, они просто приподнимаются. Средний палец глушит струну Си в данном случае. Когда я играю вот такие вот штуки, то я могу заглушить правой рукой тоже немножко, просто прижав ее к струнам. Когда такие игры, то всегда рука ходит и прижать ее никак невозможно.
А в чем еще может быть сложность? Сложность при скачках. То есть, когда вы скачете со струны на струну, ваши пальцы должны прилипать к струнам. Вот такие скачки. Ну, тут нам помогает левая рука. Вот так вот я глушу струны. Я вам советую обратить на это как можно больше внимания, чтобы играть чисто и звучать хорошо, потому что если вы будете играть грязно, все, что вы делаете после, это уже будет терять всякий смысл. Надеюсь, это будет вам полезно. На этом все. Спасибо, кто смотрел видео. Дальше будет больше интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.